Приветствую вас, мои дорогие. С вами Ева. Вы на канале Ева Оракул Таро. И сегодня у нас будет, знаете, такой мистический расклад, потому что ко мне пришла новая мистическая колода, мистический форест. И сегодня будет расклад. Вы знаете, вот как я сегодня оделась, например, колода пришла вчера. Вчера я постирала все свои летние вещи, наконец-то, потому что пришла жара, и захотелось одеться в желтое. Я не знаю, вот понимаете, вот все как-то одно к одному. И пришло мне из потока тема, буквально когда ложилась спать, пришла тема, что вы яркая, вы особенная, какой вас видят мужчины, то есть какой вас видит мир, какое вообще вы отражение, да, вот несете, как вы отражаетесь в глазах других людей. В общем, сегодня посмотрим, колода новая, я даже ее не распаковывала, вот видите, с дурака начинается, я ее только приоткрыла, невероятно это будет колода, нас радовать, я чувствую все лето, называется «Мистический лес», знаете, вот прям вот джунгли любви. Очень она красивая. Сейчас я вам немножко покажу ее. Какая она достаточно яркая. Но сегодня мы с ней познакомимся. Интересно, здесь Луна. Видите, все про женские энергии. В общем, я думаю, что хорошие будут подсказки. Настраивайтесь, будет сегодня единый поток. И мы будем смотреть о вас. Сегодня будет поток о вас. Вообще, я хотела сделать расклад о вас, да? Какой вы видите. Но когда, вот как я сегодня оделась, какое сегодня пришло еще настроение, какая пришла колода, это будет первый расклад для этой колоды. И он о вас. Вот. Ну, давайте начнем. Я сейчас настраиваюсь, там уже король пентаклей мелькает. В общем, мужчины непростые за вами заглядываются. Мужчины, вы такая женщина, которая привлекаете мужчин статусных, мужчин, которые умеют зарабатывать, у которых есть бизнес, или которые интересуются. То есть активных мужчин, у которых хорошо проявлена, скажем так, тельцовская энергия зарабатывания денег. Все это им не чуждо. Я сейчас долгое вступление делаю, потому что колоду я не мешала. Мешаю специально с вами. То есть хочу, чтобы вашей энергией, этим каналом, она буквально вся пропиталась, потому что эта колода будет служить нам с вами. В первую очередь вам. Интересно, что из колоды первый раз вышло, да, то и пришло. Ну, колода дурак. На самом деле, почему она выходит? А эта карта выходит на вас. Вот, понимаете, вот именно на этой колоде, посмотрите, какая здесь интересная история. То есть здесь нету никакого обрыва, здесь нету никакой, скажем так, драмы, здесь нету никакой опасности, здесь нету никакого, знаете, вот человек на грани. То есть он дурак, он совершает ошибки, понимаете, потому что он еще не понимает. Но именно на этой колоде, понимаете, здесь мне именно дурак приходит в том смысле, что вы каждый день как заново, понимаете? Вот вы настолько старая душа, вы настолько мудрая душа, вы столько прошли, смотрите, у вас прям мускулистые ноги, вы столько прошли, у вас столько нарядов, у вас там какая-то сумочка стильная, вы вся такая на стиле, вы посмотрите, вы каждый день, видимо, одеваетесь как звезда, яркая особенность. Вы выходите на улицу, понимаете, вот есть женщины, которые выходят на улицу, вот они освещают своим пространством, понимаете, все. Вы заряжаете этот мир, понимаете? Вы делаете этот мир красивым, однозначно. Поэтому я вот сегодня, видите, оделась желтая, вторая чакра, карта наслаждения, понимаете? Вы умеете, и здесь уже, видите, дурак вышла, здесь у них все, да, желтые, вот почему-то все вот к этому ведет. И вы женщина, которая каждый день просыпается, красиво одевается, там краситесь, не краситесь, украшаетесь. Дело не в этом, вопрос в вашей подаче, в вашем настроении. Вот в этом настроении, как будто бы каждый день заново, понимаете, каждый день праздник, каждый день как с нуля. Вот вы такая женщина, и поэтому это особенно. То есть для вас каждый день это как новое начало. Вы проживаете каждый... кстати, вы посмотрите, кто здесь сегодня. То есть... Только я обратила, но, понимаете, поток всегда работает вместе со мной. Тут мужчина с поднятой рукой. Понимаете, я на такую женщину обращаю внимание, понимаете. Здесь одна у него рука, у него все встает. У него тут вместо руки просто жезл встал, вы поняли, да? Господи, прости, раннее утро, куда ж надо сразу так? Ну, вы поняли, да, засмущали меня. Видите, у этого, тут, поскольку у него есть что поднять только руки, он поднял все свои руки вверх, я думаю, что я тут усилась, я не могу понять, такое место, тут шумит фонтан, ничего я не слышу, себя не слышу, ладно, думаю, сяду.
Посмотрите, вот руки вверх, все жезлы вверх на вас, потому что так как вы выглядите каждый день, такая какая энергия от вас идет. Вот вы выходите на улицу, и мужчины вас хотят, понимаете? Вы желанная, вы вожделенная женщина, вы привлекаете мужчин. Вам, ну, как бы вы привлекательны, ваша красота, понимаете, ваша красота, ваша энергия, ваша, вот как вы идете, как вы себя подаете, вот даже, вы понимаете, здесь вот через эту карту идет какие-то ваши движения, жесты, они для мужчин сексуальны, вот. То есть вы не просто красивы, вы для мужчин очень сексуально притягательны. Вот так вот. Так что вы не только яркая нам показывают, вы еще и сексапилка у нас. Ничего себе. У нас тут сегодня на раскладе сексапильные женщины. Я так понимаю, сегодня жезлы будут вокруг да около ходить вас, да? Здесь выходит рыцарь жезлов. Он, видите, уже здесь почему-то обнажен. У него в общем-то, одна накидка, чтобы произвести на вас впечатление. Поэтому здесь, что интересно, видите, тоже выходит рыцарь жезлов, потому что, возможно, вы страдаете от тем, что вам хотелось бы, конечно, вот как нам выходил, мне вначале там мелькал, понимаете, вы немножко, да, вы страдаете от того, боже, какие красивые карты, вы страдаете от того, что немножечко, понимаете, все медленно движется, и ситуация застает от того, что к вам подкатывают мужчины, знаете, очень часто из-за того, что вы такая привлекательная, такой, знаете, по сексуальному, по влечению. А вам хотелось бы, конечно, бы, как бы, ну, я же говорю, ну, понимаете, вот стоит мне только сказать, король Пентаклей, понимаете, я только про него вспомнила. Понимаете, вам, конечно, хотелось бы, чтобы к вам подкатывали короли Пентаклей, уже такие вальяжные, серьезные дяденьки, понимаете, с копеечкой, со статусом, с тем, как они знают, как ухаживать. Но, понимаете, учитывая, как вы выглядите сексапильно и классно, понимаете, к вам, посмотрите, вот эти ребята, жезлы вверх у них, понимаете, к вам очень много вот таких вот мужчин, желающих на вашу манку, энергию присоединиться. Вот. А вам, конечно, очень хотелось бы мужчину. Ой, как же жарко, девочки. Но я не могла остаться в топике. Вы понимаете, проблема. Мне становится жарко, куда мне цеплять микрофон. Если я прицеплю его сюда, звука вообще не будет никакого. Еще нужен мне какой-то, как я и говорила, ошейник. Мне очень жарко. Уже с утра 30 градусов. В общем, сбилась. Тоже интересно, что сбилась, понимаете? Вот это не просто так я сбилась, заговорила об этом, понимаете? И да, я хотела привести на рассказ. Понимаете, вот не зря я сбилась, вас сбивают вот такие вот мужчины, с которыми, понимаете, только можно повеселиться, классно провести время, какие-то поездки съездить, там, ночью в отелях, путешествия, прогулки под луной, страсти и так далее. То есть таких мужчин у вас хоть отбавляют, понимаете? Но вам это доставляет проблемы, потому что вам хочется гораздо более серьезных отношений, и вы женщина более уже, скажем так, понимаете, сама, вот видите, здесь десятка жезлов выходит, десятка мечей. То есть это действительно доставляет вам очень большие беспокойства, потому что вам сейчас уже, конечно, не хочется никаких, знаете, мимолетных романчиков красных, вам не хочется никаких мужчин, которые, знаете, однодневки, романы однодневки, на недельку, на месяц, вам этого всего не хочется. Вам нужен конкретный земной человек с конкретными предложениями, с конкретными предложениями, потому что ваша яркая натура, опять он выходит, как я не перемешала. Понимаете почему? Все, я поняла, вы посмотрите, что выходит. И еще капс выходит, понимаете? Сейчас я вам покажу чаши. Еще и Ace of Cups, да? Вы понимаете, представляете, туз кубков. А знаете почему? Почему так происходит? Вы головой хотите мужчину, понимаете, статусного, где он там был, наш король кубков, понимаете? Вы хотите мужчину достаточно уже статусного, даже если он жезловый, но вы хотите, чтобы уже он, знаете, такой более ранговый, высокоранговый мужчина. Вот. Но поскольку у вас не закрытая, вы такая яркая, же не просто так, у вас огромная потребность на любовь. Возможно, вы, не знаю, не получили там из детства или какой-то, то есть вы через любовь с мужчинами ищете, пытаетесь закрыть какой-то гештальт, ту любовь, которую вы не получили там в семье или какие-то, знаете, были боли. То есть в этом ничего нет плохого, это какой-то период. Мне показывают, что это период. Боже, какие карты, вот понимаете, я когда увидела эту колоду, поняла, вот у меня есть карта мистические моменты, а это мистический лес, mystical forest.
Понимаете, вот это две колоды, которые у меня похожи, это вот теперь моя number one любимая колода, такая она хорошая, вот прям вот моя. И сразу она, видите, очень хорошо со мной откликается, в диалог входит. И вы из-за этого, видите, король жезлов, это, вот эта компашка, понимаете, вот эта компашка. Вот король жезлов, вы, конечно, хотели бы, чтобы даже если по сексуальным энергиям, какие-то романы, ну, чтобы приходили какие-то статусные мужчины, чтобы они красиво погуляли, в красивое место сводили, да, но как-то уже, и чтобы в этом романе была какая-то перспектива, понимаете? А получается, что очень часто к вам подкатывают вот такие мужчины. Я вот смотрю, что вы даже их иногда не можете различить, потому что они, ну, как бы похожи, видите, у них даже накидочка одна, красная с желтой ленточкой, понимаете, здесь даже подсказка идет, и шляпа одинаковая. Только вот у того штаны, у того конь, да, то есть у них даже, вот видите, вот это поле, которое за ними, они все втроем очень одинаковые, понимаете, и вы очень часто можете путать этих двух мужчин. То есть это не потому, что вы, знаете, какая-то глупая, не мудрая. Нет, вы очень не мудрая, вы как бы женщина с опытом нам показывали. Но проблема в том, что вы очень хотите любви. Двойка кубков. Посмотрите, какая карта. А с вами вот изучаю колоду. Я ее не мешала, не открывала. Каждая карта для меня сейчас как подарок. Потому что вы очень хотите любви, гармоничной, счастливой. И вы понимаете, вот здесь очень действительно можно потеряться. Понимаете, приходит вот такой мужчина, вот такой, тоже яркие мужчины приходят, понимаете, жезловые, с горячей страстной энергией, потому что вы такая женщина, привлекательная, активная, вы очень красиво одеваетесь, вы красиво выглядите. Даже в дни, когда вот я смотрю, дни, обычные дни. Вот у меня карта была, да? Что мне выходило? Хотела вам показать. Все, нет, это я вам через поток скажу. В общем, мне выходила карта, знаете, даже когда обычные дни, сейчас я хорошенько перемешаю, даже когда обычные дни, колода новая, нашлась по порядку, вы все равно выглядите, вы оденете что-то, не знаю, там серую какую-то кофточку, какой-то балахон, почему-то серое мне пришло, какую-то серую футболку, что такое оверсайз, и вы будете все равно выглядеть, понимаете, секси. Вы там какую-нибудь, не знаю, там или очки, или что-то вы себе там, помаду себе нарисуете, я не знаю, кто-то пользуется красной помадой, мне приходит, вот почему-то красная. Ну, красную помаду кто-то использует, или розовое, то есть что-то, вы подчеркиваете что-то в своей внешности, что-то такое яркое, и вы как бы выглядите, я, видите, сегодня оделась прям в желтое. У меня тотали, понимаете, полный у меня сегодня желтый лук. Я не могла от этого никуда деться, понимаете, от этой колоды. Она меня заставила. Десятка кубков, потому что вы очень любвеобильная женщина, у которой эмоции через край, у которой чувства через край, вы очень яркая. Ну вот вы звездочка, понимаете, и вы очень умеете любить, вы хотите любви. И поэтому вот такой вот, понимаете, как сказать, яркая, мудрая, чувственная женщина, ну как она может не привлекать мужчин? Она привлекает вообще всех. И почему женщин? Вы и женщин привлекаете, вот мне идет, понимаете? Вы и женщин привлекаете, понимаете? Вот, сейчас я вам покажу, что мне идет из потока. Мне идет из потока, что проблема в том, что вы даже как будто бы, знаете, пытаетесь немножечко проще казаться, чем вы есть. Вот здесь карта дурак выходит, понимаете? Вы как будто бы даже проще пытаетесь казаться, чем есть, потому что если вы покажете всю свою силу, всю свою красоту, все свои знания, всю свою мощь женскую, это будет вызывать огромную женскую ревность. То есть вы как будто бы даже немножечко себя, знаете, закрываетесь от мира. Или вы там как-то не в женских компаниях вы ведете себя как-то очень осторожно. То есть какой-то идет такой момент, что вы понимаете, что вы очень привлекательны, и вы стараетесь правильно этим распоряжаться. Но поскольку вы очень хотите любви, и вы очень яркая, вы любвеобильная, понимаете, вы очень хотите, ищете императора, понимаете, и вам вообще по-хорошему, вот поймете, здесь, который расклад приходит, нам приходит мужчина, который, влюблен, понимаете, вот, все. Вот это все, что нужно знать про вас, понимаете? Ой, она здесь какая-то Ева водами, вы поняли, да? В общем, там влюбленные, карта влюбленные. Она очень красиво, вам сейчас покажу, да? Вот они вот такие вот, да, влюбленные. И почему она выходит именно вместе с императором и с иерофантом? Знаете почему? Потому что вы иногда не даете отношениям дозреть до уже каких-то, знаете, серьезных. Вы из-за того, что очень хотите любви и эмоций, хотите наслаждаться жизнью, вы очень часто опережаете события, понимаете? Да, и вы вот по карте
по карте влюбленные, да, я не буду ее показывать, вы отдаетесь страстям. Вот это ваша слабость, понимаете? Вот это ваша слабость, которую вы должны себе знать, из-за того, что вы очень эмоциональная, чувственная натура, и вы хотите любви, настоящей любви. Ах, Господи, понимаете, вот это вы. Вот это вы. Невероятная звезда. Звезда. Вот просто... Я вытащила с одной стороны колоды императрицу, а с другой стороны императора, понимаете? Вот уже вторую неделю ко мне приходят не королевы, не пажи, приходят исключительно императоры и императрицы. Вот как оно пошло с того расклада у меня, по-моему, будущий муж, райское. Вот там как пошло, как пришел император, и все, и он не уходит, понимаете? И вы. Вот так вот вас. Вы у нас главное, вы в центре. Посмотрите, и вот этот ну, товарищ, понимаете, руки вверх. Вот видите, даже здесь императрица, посмотрите, ну какая же она сексапильно раскованная, свободная, такая развязанная, как будто бы, знаете, вот даже мужчина пришел, брала императора, на него место пришел мужчина. Понимаете, свято место все не бывает. Вот я вам весь расклад об этом говорю. Вообще еще закрыто, откуда мужчина взялся. Представляете, вот под эту энергию. И самое главное, что если вы не будете мечтать об императоре, будут всякие разные другие, понимаете? Пажи жезлов подхватывать, разные другие мужчины. Но самое главное, что вот вы такая женщина, у вас все время должен быть мужчина. Вот вы парная, понимаете? Вы парная, вы не можете быть одна. Вам нужно, чтобы рядом человек был, чтобы вас любили, чтобы за вами ухаживали. Понимаете, чтобы как-то вот вы чувствовали себя желанной женщиной. Вот это для вас очень важно. Смотрите, какая... У вас даже такой рот приоткрыт слегка. То есть вы прям секси-пекси. И мужчина, вы смотрите, где у него рука. Боже, что происходит сегодня? Тоже из-за разряда, понимаете, раскладов. Я не знаю, что там у вас. У вас не весеннее обострение, девочки. У вас летнее обострение. У вас там желание снимать с себя все лишнее, показывать ножки. Вот. И, похоже, будут мужчины просто наповал ложиться от вас. Колесница. Вот здесь, видите, интересная парная. Две белые лошадки. Обычно черная, белая, да, у нас колесница. А здесь вот две лошадки. Император и императрица, вы оба... Сейчас спина устает отсидеть. Надо посидеть. Вот. Видите, вот получается, что уже вот эти вот, скажем так, вот эта вот ваша парность, не то, что вы там по пажам, по каким-то другим мужчинам, которые вам не соответствуют, да, которые только по легкости или по какой-то страсти. Тут уже карта говорит, колесница, что все-таки мужчина, которые, и мужчины, которые, понимаете, потенциально ваши такие половинки, императоры к императрице, понимаете? Это очень-очень-очень важно. Что у нас здесь? Сила. Интересно. Сила сразу выходит. У вас есть все способности, все сейчас, знаете, уже вот вы готовы, вы входите вообще в свою полную женскую силу. Вот даже вот сейчас вы смотрите этот расклад, и даже вот пришла колода в этот день, понимаете, вот сегодня, вот она снова, императрица. Мы теперь знаем, что это императрица на обложке. Мы теперь это запомним. Понимаете, здесь она тоже в таком же голубом платье, императрица, понимаете, снова она напоминает нам, что я императрица, я сильная, у меня есть огромная власть над мужчинами, над обстоятельствами, над жизнью, я управляю ситуацией. Вообще ни одной негативной карты сегодня не выходит, ну, негативной в том смысле какой-то тяжелой карты, какой-то, знаете, которая что-то вот несет какие-то вот, только я сказала, никакой тяжелой карты не выходит, сразу же вышло, понимаете, сразу же вышло. Чтобы я вам сказала, ну, не выходят, потому что это какие-то, знаете, остаточные моменты. Вы проживали очень сильные боли, очень эмоционально тяжелые ситуации с мужчинами, и какой-то мужчина, такой опять пажик был, понимаете, тоже был пажик, не император, не король, вот вы на него как бы привлеклись на его внешний вид, на какие-то его, знаете, вот, пустил вам пыль в глаза. То есть был какой-то мужчина, который пустил вам пыль в глаза, и кончилось это для вас достаточно, хоть и ярко, но болезненно. Поэтому сейчас вы, конечно, свои яркие стороны, да, интересно, королева мечей, ну да, вот видите, выходит сразу королева мечей, и вы уже, знаете, видите, вот вы немножко такой предвосхищенный, немножко свысока вы на мужчину уже сейчас смотрите, зная себе цену, и вы просто пустословов, сразу же вы уже, знаете, с первого взгляда вы считаете, вы такая скан,
Так, монетка есть, лошадка есть, ну давай, слушаю тебя. Вот как-то так, понимаете? Королева Пентаклей, понимаете? А вы уже такая, у вас как бы скайнер включается в хорошем смысле, понимаете? Потому что вы думаете, ну хорошо, любовь прекрасна, а как мы с тобой жить будем, что мы будем делать? Какие-то у вас такие мысли, понимаете? Или, например, деньги у тебя есть, да, а что у тебя за душой, а что у тебя на сердце, понимаешь? Покажи, вот, подними руки вверх, да, сдайся, сдайся, понимаете, вы хотите, чтобы мужчина сдался вам, как настоящей императрице, и показал всю правду, понимаете? О, вы посмотрите, какой здесь дьявол, о боже, вы посмотрите. И вообще, это что за карты такие вообще? Понимаете, дьявол здесь такой, что тоже все про сексуальное, понимаете, вы больше не будете, скажем так, э, покупаться на яркие обложки, на комплименты, на какие-то слова, на что-то там, понимаете, вы эмоциям больше не будете, знаете, так легко подвластны. Вы теперь уже все, королева Пентаклей нам показали, то есть вы прошли свои разрушения, понимаете, вы прошли свои разрушения тяжелые, вы свои руки усвоили, потому что мне сразу же, как только я об этом говорю, мне выходит карта звезда. И здесь интересно, что сегодня все идет по старшим арканам. Перемешала колоду, но мне выходит исключительно мне выходят сегодня старшие арканы. Потому что, говорю, вы особенная, вы звездочка, вы просто вообще вау. Вот, понимаете, вот это вы. Солнце и звезда. Понимаете, одновременно вы и женщина мечты, и женщина-зажигалочка, и женщина, которая умеет наслаждаться и наслаждать мужчин во всех смыслах, в таком, знаете, в жизненном, в женском, в сексуальном. И вы, знаете, вот как сказать, сейчас скажу. Вот сейчас вам, а знаете, мне что сейчас с потока пришло? Буквально вчера я читала комментарии. Ну, у меня там просто восхитительные комментарии. Вам правда благодарю всем за комментарии. Все комментарии читаю. Увидели сердечко, значит, я прочитала. И что-то там 2-3 человека затриггерило. Прям вот они зациклились. И, конечно, начинают писать сладенько, знаете, как обычно. Что ты залип в комментарий, и в конце это гадость, да, какнуть. Ну, короче. И кто-то мне там писал, вот несколько таких человек было. Откуда взялись, я не знаю. Похоже, не подписано. Про то, что я говорю периодически, понимаете, да, то есть я потом уже начала сама пересматривать свои видео, думаю, действительно говорю, понимаете. Ну я-то это говорю, знаете, понимаете, потому что я как будто вот сижу с вами, как будто с вами диалог, а вы не отвечаете, понимаете, это у меня, вот видите, опять понимаете. Ну, понимаете, я все теперь, это слово теперь будто не могу не говорить. Почему я это вам сказала? Потому что вы за собой знаете все свои слабости, все свои грешки. И вы уже теперь, понимаете, все, вы за собой знаете свои грешки. Так, стоп, Ева. И вы знаете, скажем так, как правильно выстраивать стратегию своего поведения, чтобы прийти к своей мечте. Вот. То есть вы уже очень аккуратно распоряжаетесь, знаете, своими силами, своими яркими сторонами, чтобы, знаете, не разбрызгивать, как брызги шампанского попусту. И почему я про комментарии сказала? Потому что вы очень становитесь сейчас, знаете, заметнее, ярче. И, естественно, это может вызывать какие-то нежелательных мужчин, какие-то обстоятельства, которые могут немножко подпортить. Ну, как я читала, такое у меня было настроение светлое, а потом вот эти 2 комментария, прям, знаете, прям вея. Вот. И восьмерка жезлов, понимаете, но я же говорю, вы будете действовать уже совершенно мудро по-другому. Все карты очень светлые в этот раз. И я вот вам про комментарии, почему сейчас это сказала, да? Что я вам как будто бы обращаюсь к вам в диалог, потому что я как будто бы с вами разговариваю. И поэтому я говорю, вот это понимаете или знаете, потому что я жду как будто бы от вас ответа. Понимаете, мои расклады не в пустоту, они для вас. Я как будто бы с вами говорю, и как будто бы вы у меня на личном раскладе, и я для вас читаю, а ответы я не получаю, я говорю, вот это понимаете. Почему я вам это объясняю? Вообще, почему мне это с потока пришло вам сказать? Потому что вы знаете, когда вот такие вещи у меня вдруг почему-то мне что-то приходит в голову, это не просто так. Так вот сейчас это не просто так. Потому что вы сейчас настолько будете сиять, и как звезда, и как солнце, да, и очень много людей, как будто бы, знаете, вот как будто бы, если надо объяснять, не надо объяснять. То есть если люди какие-то, вы очень особенные, очень яркие, есть люди, которые вас критикуют, не понимают,
или говорят, ну ты слишком много хочешь, или там, ну ты это и так далее. Вот, что угодно, какие-то любые комментарии в вашу сторону, какие-то любые оценочные вещи в вашу сторону, они будут сейчас приходить сильно больше, чем раньше, понимаете? Нам показывают, что вы не обращали на это внимания по башне, не обращали внимания, потому что это пустые разрушения, это не про вас. Вот. Еще что-то мне спокойно шло про этот диалог, что как будто бы вот вы разговариваете, понимаете, что я говорю, и вот вы сейчас, у вас такой диалог, видите, Солнце и Луна, как будто бы вы сейчас пытаетесь захватить две стихии, и солнечную энергию, и лунную энергию, и ночную безжизненную энергию дня, и такую, знаете, национальную энергию ночи. То есть вы, как бы, знаете, как будто бы вы и Луна, и Солнце. То есть вы такая сейчас женщина, которая пытается соединить в себе эмоции и разум. И вы, это, понимаете, это огромная какая-то сила в вас сейчас будет пробуждаться, которая будет привлекать очень много внимания, очень много внимания. Вот эта вот ваша яркость, ваша особенность, она сейчас будет еще более заметной. Вот, и почему я рассказала вам это про комментарии, чтобы вы не обращали внимания на тех мужчин, которые к вам подкатывают, но они не ваши, понимаете, чтобы вы пропускали это мимо, все, ноль пустота. Вот эти комментарии, я даже я не буду тратить даже времени отвечать, удалил и все. Я даже вот сейчас вы спросите, я не помню, что там написано конкретно, я помню, что вы про это понимаете. Но опять же, я это прочитала, потому что мне нужно с вами это обсудить, потому что это магический процесс. Это ваш процесс трансформации. Знаете, вот вы такая поколдовали, так, окей, я тут поняла, там услышала, тут это, сейчас запустим бомбу, понимаете, вот это вы такая. Так, дальше поехали. Давайте посмотрим, дорогие мои, что там вообще, раз вы такая у нас особенная, невероятная. Видите, новая колода очень эмоциональная. Она не дает мне вообще какой-то... Не хочется вам говорить какой-то конкретики, хочется петь вам дифирамбы. Но сейчас пришло, конечно, девятка жезлов, девятка мечей и Паш Пентаклей тоже еще выходил, мелькал у меня. Они уже по второму кругу выходят, потому что я про них не сказала. Вы понимаете, такой есть момент, что здесь интересно, что именно на девятке мечей здесь, как это медленное самое животное, да, называется, не куалы, да, или как они, ленивцы, вот вы, понимаете, вы ленивцы. И нам сейчас показывают, что вы настолько устали от каких-то перипетий жизни, что вы, знаете, последние остаточные движения доживаете так не спеша, понимаете, вот у меня даже идет такое состояние, что почему вот вы набрали вот эти силы, почему вы звезда солнца, потому что, ну посмотрите просто, сколько в вас вонзалось мечей, сколько слов, сколько переживаний, сколько непростых ситуаций, но вы, понимаете, как расслабленный ленивец ползли к своей цели, понимаете, вам показывают, что нужно дальше продолжать это делать. Да, сейчас вы немножко в таком подразбитом, возможно, состоянии, уставшем, но вы же звезда, понимаете, вы звездочка, и вам есть использовать свою мудрость, чтобы действовать точечно и правильно. Вот, потому что мужчины, понимаете, уже не только будут там те пажи жезлов приходить, пажики пентаклей. У кого-то пажики и пентакли будут рядом с вами, просто, понимаете, за считанные дни превращаться в королей пентаклей. Понимаете, да. И тушиться будут перед вами, много вам всяких красивых предложений, действий вокруг вас. Потому что вы, ну вот, так сказать, вы провоцируете людей, вы провоцируете мужчин на действия во всех смыслах этого слова. Слушайте, я не могу сегодня собраться. Как будто, вы знаете, вот я хочу вот вам все сказать, какой-то эмоциональный взрыв. Вот зря, я так оделась как-то ярко. И вот у вас какой-то такой сейчас период, что вы хотите сиять, порхать, сильно не хотите думать, сильно не хотите углубляться, понимаете? Вы просто хотите кайфовать, понимаете? Вот смотрите, как она там на лошади. И быстро вы хотите двигаться, вы хотите не каких-то там движений там сильно, знаете, вот это вот руки вверх, погнали. Вы знаете, вот радость, вот это радость, это по сути радость. Вот карта солнца, радость. Очень вы особенная, красивая, яркая и солнечная женщина, понимаете?
наверное, завершим расклад сегодня, понимаете, советом для вас. То есть продолжайте творить свою жизненную магию, потому что вы настоящий маг. Вы женщина, которая а, все свои родовые программы, все какие-то, знаете, уроки судьбы, вы прожили их и использовали их не для того, чтобы лечь, понимаете, по-простому умереть. Вы это все использовали для своей, знаете, как каждодневной магии, для того, чтобы стать еще круче, еще интереснее и создавать свою реальность, знаете, совершенно другого порядка, еще более жить радостно, понимаете, чтобы все пустить во благо. Боже, какой интересный расклад, какая интересная колода, я еще к ней приноровлюсь, я еще и изучу. В итоге будет карта мир напоследок, понимаете? Девочки, ну пишите в комментариях, как вам сегодняшний расклад. Так, микрофон. Боже, девочки, жара. Жара меня просто, я видите, я теряю тут просто очень тяжело. Надо искать место, где не жарко. Природное. Ну даже, видите, в 9 утра очень жарко. В общем, карта мир. Весь мир сейчас перед глазами, перед вами, потому что вы звездочка, вы солнышко, понимаете, карты вот все на вас выходили, вы императрица, что самое главное, опять они в этом платье. Ну, потому что, может быть, знаете, у вас такое еще состояние, может быть, вы в отпуск собираетесь, когда вы смотрите перед этим раскладом, какие-то планы строите, вы не хотите думать о проблемах, не хотите думать ни о чем, хотите просто наслаждаться, и поэтому вот это мужчины приходили, знаете, с жезлами, руки вверх, потому что, понимаете, вот даже эта группа у нас была, да, руки вверх, и что там, легкая, позитивная летняя музыка, понимаете, а где же ты, девчонка, 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 не знаю, что это, может быть, вы любите эту песню, не знаю, даже только это вспомнила, и Алёшка у тебя вспомнилась. Ну, в общем, какие-то любовные, понимаете, любовные истории, хотите приключений, любви, не хотите никаких сейчас сложностей, вот. Поэтому расклад такой, понимаете, по второй чакре желтое, удовольствие, наслаждение, кайф, романы, встречи, в общем, это все про вас сейчас. Поэтому карта совета была, карта мир, понимаете, нужно открыться этому миру, как газелька, прыгать себе будете, наслаждаться, радоваться. Шестерка жезлов, вам есть где размахнуться, куда направиться, планы у вас есть, мужчины будут вас гулять сейчас. Вы знаете, вот у вас такой какой-то сейчас расцвет женской красоты. Независимо, когда у вас сколько лет, даже не красоты, вот я просто все время, это не хочу говорить о слове, вашей сексапильности. Вот, то есть вашей сексапильности, вашей сексуальности, какой-то привлекательности такой для мужчин, для внешнего мира, видите, даже я хочется мне. Вот это вы такая, понимаете, вот такая вы конфетка, я не знаю. Кто-то у меня там в комментариях есть девушка, я, к сожалению, не помню имена, потому что очень много логинов, кто-то меня называет Ева Бусинка. Боже, я когда открываю комментарии и вижу вот это Ева Бусинка, я знаю, кто же это пишет. У меня есть любимые мои уже комментаторы. Девочки, пишите всегда вашу обратную связь, обожаю вас. А если вы вдруг смотрите этот расклад и вам захотелось написать какую-то кляузу, знайте, ваш комментарий будет не прочитан и удален. Так что не тратьте свое время, потому что если я вдруг приму это близко к сердцу, разозлюсь, плохо будет вам или мне. Тут же светлая магия, понимаете? Зачем вам эти лишние проблемы, понимаете? Зачем вам лишние проблемы? Да, даже счастливо, радостно. И мы здесь собрались именно для этого. Поэтому делитесь в комментариях своими историями, как резонирует. Кто там собрался в отпуске, кто там себе эти уже купил, понимаете, как императрица эти, наконец-то, кофточки с открытым декольте, потому что сексапильная энергия, понимаете, вы как лисичка, девятка кубков, полны эмоций, полны предвкушений, романов, встреч, внимания, вы открыты и готовы. Вот вы такая, понимаете, ей захочется вот как-то вот так вот двигаться, как-то вот так вот. Знаете, из потока что идет, то передаю. В общем, спасибо всем, кто был на этом раскладе. Это новая колода для вас, мистический лес. Будем в него заходить периодически, гулять по нему. Вот. Если вы хотите выразить благодарность за расклад, вы знаете, есть кнопочки Sense, можно стать спонсором, можно прийти ко мне на личную консультацию или через Telegram, или через Instagram. Пишите через Telegram, всегда удобнее. Вот. Ну, в общем, рада с вами увидеться снова на канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Пока, звездочки и солнышки. Пока.